конце апреля 2022 я улетела из Египта. Улетела насовсем. Улетела для того, чтобы начать все с нуля в новой для себя стране – Испании. Предвижу вопросы. И один из них – если я уже не живу в Египте, почему я продолжаю о нем рассказывать? Привет, я Лара, и почти 8 лет я жила в Египте. Сейчас, глядя на все это со стороны, я могу дать объективную оценку и, отталкиваясь от собственного опыта, рассказать о плюсах и минусах жизни в колоритной, очень атмосферной, иногда доводящей до бешенства, но все же удивительной и яркой стране под названием Египет. Для начала один очень важный момент. Отдыхать в Египте и жить – две совершенно разные вещи. Хотя это можно отнести к абсолютно любой стране. Начнем с плюсов. Их не так много, но все же они есть и очень ощутимы. Ведь не зря в Египте живет огромное количество граждан с бывшего постсоветского пространства, а также много людей прилетает сюда на зимовку. Итак, достоинство номер один – это, конечно, климат. Сухой, жаркий, солнечный. В Хургаде он будет ждать вас 12 месяцев в году. Депрессия вам здесь точно не страшна, ведь непогода, дождь и слякоть – это явление не для Красноморского побережья. Кстати, Каир, Александрия и северные части Египта – там немного другая история. Сюда прилетают люди с разными болезнями. Астматики перестают задыхаться, аллергики забывают о своих проблемах, так же, как и обладатели кожных заболеваний. Многое из этого я проверила лично на себе. Мягкая и теплая зима – это невероятный кайф. В безветренные дни абсолютно нормально нежиться на пляже и даже плавать в прохладном Красном море. Его чистые воды, пожалуй, будут достоинством номер 2. Меня поймут те, кто хотя бы раз отдыхал в отелях Хургады или Шарм-эль-Шейха, плавал, снорклил, дайвил или просто нежился на берегу с коктейлем в руках. Вода в Красном море действительно целебная и невероятная. А подводный мир мало с чем может сравниться. Третий бонус уже всей страны пирамид. Это огромное количество уникальных памятников истории, мест с нераскрытыми тайнами, сильнейшей энергетикой и просто потрясающей красоты. Путешествовать по Египту можно не один месяц и даже не год. И наверняка останутся места, которые будут удивлять и поражать. Достоинство номер 4. Это максимально простой визовый режим. В Египте можно жить годами, вылетая всего лишь на день-два в Стамбул и по прилету опять получая заветную визу. Не знаю, где еще можно жить так просто, не заморачиваясь с документами. Хотя я помню те времена, когда все было еще легче и оформление стоило намного дешевле. За последние несколько лет процедура усложнилась, стала дороже, раз примерно в 20, а бумаг потребуется на полкилограмма больше. И все же визовая система остается очень простой, о чем я, кстати, рассказываю в отдельном видео. Ссылочку на него вы найдете в описании. Плюс номер 5. Низкая стоимость на аренду жилья. Хотя этот пункт будет с большими дополнениями. Но если говорить в целом, при большом желании можно найти квартиру за $100-150, и она будет вполне пригодной для проживания. Также покупка недвижимости здесь для многих очень заманчива. И наши соотечественники владеют большим количеством квартир, шале, апартаментов различных категорий. Достоинство номер 6. Фрукты, овощи круглый год. Цены на сезонные вкусности достаточно низкие, а есть и такие, которые вы найдете на прилавках магазинов и фруктовых палаток круглый
круглый год. Манго, клубника, персики, виноград, яблоки, арбузы, дыни сменяют друг друга. Сладкие маленькие бананы в Египте растут практически без остановки. Вегетарианцам в Египте будет рай. Но не только им. Здесь действительно жить комфортно. Конечно, это далеко не все плюсы. Но пока остановимся. И в противовес каждому достоинству я приведу массу огромных жирных минусов, которые поджидают вас, если вы решите жить в Египте. Первое. Замечательный, прекрасный, мягкий, комфортный климат может доставить вам массу проблем. Когда температура поднимается примерно к 50 градусам, то такое удовольствие по силам не каждому. Июль, август и сентябрь будут в стране пирамид непростыми. Несмотря на то, что в целом климат считается сухим, в последние годы количество влажных дней странно увеличилось. И можете поверить, если к высокой температуре добавляется влажность, то ощущение прямо-таки фу. Спасение возле моря или кондиционер. Но и то, и другое – это отдельные минусы, о которых я расскажу немножечко позже. А пока продолжим о погоде. Египетская зима – это отличная пора, но если она не выдалась ветреной. В такие зимы я ходила по улице в шапке, в теплой куртке, а вечерами и ночами даже одевала под джинсы термобелье. В эти периоды ледяной ветер пронизывает до самых костей. Спасение можно найти лишь в укромных местах под солнышком днем. Дома вас ничего не согреет. В египетских домах отопления нет. Обычно вы одеваете все, что у вас есть, несколько штанов, кофты, теплое одеяло, а лучше 2. Тогда, возможно, вы будете чувствовать себя комфортно. Конечно, и зимой, и летом можно включать кондиционеры, либо обогреватель зимой. Но скажу вам, что это будет весьма ощутимая статья расходов. Также будьте готовы к тому, что если вы снимаете бюджетные апартаменты, то кондиционер на тепло там, скорее всего, работать не будет. Так что к египетской зиме стоит готовиться заранее и непременно покупать теплые вещи. Немного смягчу ситуацию. Суровые зимы не все. Были и такие, что я плавала круглый год. И тут мы переходим к минусу номер 2. Красное море. Это главное сокровище страны фараонов. И плескаться в нем просто так, каждый день, утром и вечером, будет весьма расточительно. Бесплатных пляжей в Хургаде нет. Вам это нужно усвоить, если вы планируете зимовать в Египте или предполагаете там жить. Советую к просмотру видео на эту тему. Ссылку на него вы найдете в описании. Там я подробно показывала многие пляжи Хургады, начиная от очень бюджетных до вполне приличных. Один из парадоксов страны пирамид – жить прямо на побережье, а купаться в море за деньги. К этому я так и не смогла привыкнуть. Как вариант, арендовать или купить жилье с собственным пляжем и выходом к морю. Но цену на такую роскошь я даже не буду озвучивать. Минус номер 3. Любите путешествовать? Мечтаете объехать весь Египет вдоль и поперек? Отлично! Здесь есть что посмотреть. Можете мне поверить, проверено на собственном опыте. Но страна фараонов и тут готовит массу неприятных сюрпризов. Далеко не все места безопасны и удобны к посещению. Чем интересней и необычней достопримечательность, тем сложнее и дороже туда добраться. Нужен серьезный опыт самостоятельных путешествий, хорошо продуманный и спланированный маршрут. В идеале знание арабского и обязательно на связи человека, местного человека, который готов к вам прийти на помощь в любой момент. У меня вы найдете много сюжетов о самостоятельных путешествиях. Несколько из них я прикреплю в описании. Свое историческое наследие египтяне ценят не меньше Красного моря. И цены на входные билеты меня удивляли каждый раз, когда я куда-нибудь отправлялась. Стоимость посещения музеев, пирамид, гробниц для местных в несколько раз дешевле, чем для иностранцев. Такое я встречала только в Египте.
Но в оправдание могу сказать, я не жалею ни единого фунта, который я потратила на путешествие. Яркие воспоминания, путешествия, приключения, фараоны, крокодилы – все это останется в моей памяти надолго. А это, я считаю, бесценно. Следующая группа минусов будет связана с простым, доступным и удобным визовым режимом, а также с египетской бюрократической машиной в целом. Если вы думаете, что где-то в Европах все медленно и нерасторопно, советую вам хотя бы один раз что-нибудь оформить в Египте. Здесь вам никто четко не ответит ни на один поставленный вопрос. Иншалла, как будет угодно Аллаху. Это принцип работы всей бюрократической системы. Да что скрывать, принцип жизни 95% египтян. Мое видео «Как арендовать жилье в Хургаде» вызвало много откликов у зрителей. Некоторым оно помогло, а кто-то, не стесняясь, возмущался. Как же можно жить в таких условиях вообще? Да, египетские дома и квартиры очень отличаются от привычных нам постсоветских зданий и планировок. И, наверное, это я отнесу к минусам 5 группы, расскажу об этом подробнее. Об элитных вариантах жилья мы сегодня не говорим. Сегодня о бюджетных вариантах. Начнем с улиц. Они у неподготовленного человека могут вызвать, мягко говоря, легкий шок. Узкие, с близкостоящими домами. Практически нет растительности, много песка и далеко не везде в городе асфальт. Проблема мусора в Египте – это моя отдельная боль все годы, которые я жила там. Не удивляйтесь, если с окон соседних квартир будут лететь на улице пакеты с мусором. Кстати, об окнах. В обычных домах они небольшие, с деревянными ставнями, часто упирающиеся в стену соседних зданий. Вид из окна – это роскошь, за которую здесь тоже придется доплачивать. Планировка и интерьер обычных египетских квартир тоже весьма своеобразная. Скорее всего, у вас не будет коридора, из подъезда вы сразу попадаете на ресепшн. У вас не будет отдельной кухни, здесь они совмещены с тем же ресепшеном. А также не будет подоконников, на которых вы сможете разводить орхидеи. Готовьтесь к страшным большим газовым баллонам. Далеко не все дома имеют газовые линии. Ну и мебель, скорее всего, вас тоже не порадует. У египтян на этот счет свои особые вкусы, своя мода и пристрастия, к которым я так и не смогла привыкнуть за все годы, которые я прожила в Хургаде. Да, получилось много слов. Будет лучше, если вы перейдете по ссылке в описании и сами увидите, какие же они самые обычные египетские квартиры. К достоинству номер 6 было не просто найти минусы. Круглогодичное поедание свежих овощей и фруктов – это чудесно. Тут без разговоров. Но все же, в Египте вы не найдете вишню, смородину, крыжовник и многие другие привычные нам фрукты. А, к примеру, черешня, малина, голубика будет только в элитных магазинах и по соответствующей цене. А еще в стране пирамид нет гречки, творога, привычных нам десертов, безумно вкусных шоколадных конфет, от которых невозможно оторваться, нету бородинского хлеба, вкусной колбасы, сала и многих других продуктов. Да, наши продукты можно купить у перекупщиков. Также есть кулинария Украина в Хургаде, где можно отведать наши вкусности. Но готовьтесь, что цены на такой товар будут как на дорогой экспорт. В целом привыкнуть можно ко всему. К странным вещам, необычной культуре, другим традициям, совершенно другой религии и прочему. Если вы любитель экзотики и чувствуете, что страна пирамид ваша, только вперед. Пробуйте, осваивайтесь, учитесь, живите. Так же, как делала это я все долгие, практически 8 лет. А сейчас я это делаю в новой для себя в стране – Испании. Я переехала в Андалусию, и поверьте, атмосферы и колорита здесь более чем достаточно. О чем непременно буду рассказывать, показывать и открывать вместе с вами новую для себя страну. Кстати, если есть вопросы по Египту, я смогу на них ответить. Пишите в комментариях, что вас интересует больше всего.